В феврале 2022 года мы стали думать о том, в какую страну мы бы хотели переехать. И мы выбирали из англоговорящих стран. Конечно, это Америка, Австралия и Великобритания. Америка с Австралией находится очень далеко от России, и вероятность, что мы приедем навестить своих родственников, очень мала. Поэтому наш выбор остановился на Великобритании. Тем более, что в Великобритании уже жили знакомые. В целом было понятно, что за страна. Я там был порядка 10 лет назад. Мне там понравилось, поэтому появилась идея присмотреться к визам и вообще к вариантам, как туда можно переехать. Первое, что пришло на ум, попробовать визу Skilled Worker, потому что, естественно, в Великобритании нужно работать, как-то зарабатывать. И, соответственно, Skilled Worker позволяла переехать, если нашелся бы работодатель, который бы помог эту визу получить. Примерно с марта 2022 года я активно развивал LinkedIn, находил людей, находил разные компании, подходящие по моему профилю, писал письма. Это была очень активная фаза поисков в течение всего лета. Я отправил, наверное, около 1000 писем людям. Получил некоторую обратную связь, но общий посыл был такой, что опыт интересный, приезжай, но давай ты сам решишь свой вопрос с правом на работу в Великобритании. Поэтому была определенная пауза. В октябре мы переехали в Сербию, и в Сербии уже начали еще более активно думать над вариантами переезда дальше в Великобританию. Рассматривали в том числе визу студенческую. Я хотела поступить в магистратуру. У меня все еще осталось такое желание. Магистратура длится всего 1 год. Мы бы могли переехать по этой визе. Я бы училась, а Вова при этом работал, потому что для депендента есть возможность работать в Великобритании. Но виза всего на 1 год, и что делать после 1 года в Британии непонятно. И сможет ли найти Вова работу всего на 1 год? Как на это посмотрит работодатель? Тоже было все это сложно. Поэтому мы стали думать дальше. Еще там, в феврале-марте я слышал про визу Global Talent британскую, но при поверхностном ее там изучении я сразу отмел для себя этот вариант как нереалистичный. Я подумал, что там, мой опыт, мои знания, достижения, они не сравнятся с теми людьми, которые на Global Talent претендуют. Поэтому я об этой визе всерьез не думал. Примерно до февраля 2023 года. Одна знакомая, которая уже живет в Лондоне, порекомендовала обратить внимание на эту визу, потому что я ей рассказал о том, чем я занимаюсь на работе, в целом, какие активности. Она сказала, что это может подойти. Поэтому я обратил внимание, начал изучать, нашел телеграм-канал, начал смотреть, как люди обсуждают, как люди собирают свои документы. Это называется кейс, какие вообще требования выставляет комитет, который называется Tech Nation. Это вот для тех, кто подается по цифровой линии, то есть цифровые продукты, разработка и все, что с этим связано. Наверное, стоит упомянуть, чем именно ты занимаешься на работе, какая у тебя должность, что за компания, потому что это в Инстаграме я спросила у наших подписчиков, что было бы интересно узнать про переезд, и очень много ответов было именно про твою работу. Расскажи подробнее. Я работаю в российской компании Rexsoft в департаменте горнодобывающих решений. Моя должность называется руководитель группы разработки или по-английски Development Team Lead. В нашем департаменте мы занимаемся заказной разработкой и продуктовой разработкой IT-решений для горнодобывающих предприятий. В чем заключаются эти решения? Предприятия очень крупные, там присутствует большое количество горнодобывающей техники и транспорта, карьерные самосвалы, экскаваторы, всякие другие машины. И для того, чтобы диспетчеру и руководству более понятно было, как работает предприятие, мы создаем как раз вот эти продукты и систему диспетчеризации. Моя работа, специфика моей команды связана больше с оборудованием машин. То есть это системы навигации, датчики топлива, бортовые компьютеры, всякие сенсорные панели. Вот на основе вот этого оборудования моя команда придумывает ту часть алгоритмов, которые работают на борту техники. Большое количество техники пересылает все эти данные на центральный сервер, и алгоритм обрабатывает, дает отчеты для диспетчера, дает указания о том, как работает предприятие. За счет этого достигается эффективность, повышается экономичность, прозрачность.
И таким образом предприятие работает более эффективно. Вот это наша специфика, наша работа, этим мы занимаемся. Эта специфика моей работы, которая связана значительной частью с оборудованием, была таким трудным моментом в том, чтобы подготовить мой кейс. Этот путь, Digital, он все-таки больше ориентирован на разработчиков в сфере цифровых продуктов. Все, что связано с оборудованием, оно уже не очень подходит к этому. И нужно очень аккуратно выстраивать повествование в своем кейсе для того, чтобы сформировать правильное впечатление и в итоге получить одобрение. Собственно, мне это удалось сделать. Это было непросто. В феврале я узнал про то, что у меня есть шансы податься на Global Talent. Я стал изучать информацию по этой визе. Одна из новостей, с которой я столкнулся, это что, вероятно, в конце марта комиссия TechNation может прекратить свою работу, и было непонятно, кто будет вместо TechNation, будет ли пауза, будет ли вообще продолжаться прием заявок на эту визу. Я решил поторопиться, и в течение февраля и марта я активно пересобирал свой кейс. Но надо признать, что я не нашел всю информацию. На самом деле ее очень много. Я не успел всю информацию доступную освоить. Я погрузился в кейс. Нашел одну телеграм-группу. Соответственно, нашел гайд TechNation. Прочитал его, как я уже потом убедился, достаточно поверхностно. И в целом мой кейс был, действительно слабый, как я потом уже убедился. Я подался в конце марта. Через месяц получил в конце апреля отказ. Итак, получив отказ, я добавился в другой чат, так называемый чат с отказниками, кто не преуспел при первой попытке и кому нужна помощь в пересборке кейса. Соответственно, в этом чате была группа таких же людей, как я, а некоторые уже после второй неудачной попытки. Там были ребята, которые помогали рассмотреть свой неудачный кейс, помогали указать на ошибки, соответственно, помогали всем миром, так сказать, пересобрать кейс. Естественно, первым делом я попробовал подать апелляцию на решение, написал апелляцию, контраргументы. На самом деле там достаточно короткие блоки для текста, то есть очень большое письмо с апелляцией не напишешь. Поэтому нужно было очень концентрированно подать информацию, чтобы кейсворкер мог изменить свое решение. В принципе, это распространенная практика, и довольно часто кейсворкеры меняют свое решение, если грамотно составить апелляцию на отказ. Я составил апелляцию и попал на другого кейсворкера, который более критично рассмотрел изначальное мое заявление, весь мой кейс. То есть он не стал отвечать на апелляцию, он предложил, выполнил заново работу первого кейсворкера, полностью просмотрел мой кейс и выкатил мне еще одно большое подробное письмо с отказом, где он каждый мой аргумент, каждый критерий дал на него ответ отрицательный. Поэтому у меня на руках было уже 2 письма с рассмотрением моего кейса. Забавно, что этот второй кейсворкер ответил мне, поскольку это не ответ на апелляцию, а в повторное рассмотрение вашего кейса, соответственно, вы все еще имеете право на апелляцию бесплатную. Но я уже тогда понял, что нет смысла мне еще одну апелляцию писать. Лучше потратить время на полностью пересборку кейса и на работу над слабыми местами моих документов. После получения отказа и после апелляции мы решили, что мы не будем опускать руки и будем пересобирать кейс, усиливать слабые места. И вовсю у нас началась работа в течение лета. Вова писал статьи, участвовал в разных конференциях. Сейчас он подробнее об этом расскажет. В целом, в чем преимущество требований комиссии TechNation, в чем хорош этот гайд. Он хорош тем, что он позволяет начать думать над своей работой и над своим прогрессом, своими задачами и проектами в формате, насколько это подходит или не подходит под эти требования. По итогу, наверное, могу сделать такой вывод и рекомендацию, что всем, кто занимается профессиональной деятельностью, которая хоть как-то связана с цифровыми продуктами или даже с цифровыми технологиями, гайд TechNation, он очень хорошо подходит
для того, чтобы ставить цели в своей работе и достигать каких-то моментов, например, участвовать в конференциях. Это действительно важно. Даже если вы не собираетесь ехать в Британию, это важно в целом, чтобы вам быть специалистом, профессионалом, который признается другими людьми. И вот это только один пример участия в конференциях. Разработчикам может подойти вести GitHub, вкладывать код, собирать там звезды, комментарии, скачивания. Это тоже вот в TechNation прописано. Опять же, публикации статей на модерируемых ресурсах. Публикация сколь-бы статьи на LinkedIn не является подходящей. Просто потому, что на LinkedIn может любой написать что угодно. А вот модерируемый ресурс, например, Хабр или HackerNoon, они являются подходящими площадками, потому что там есть модерация вашего контента. Соответственно, если ваша статья имеет сутевое наполнение, она качественная, она приносит пользу сообществу, такой аргумент подходит. Прочитав этот гайд и находясь вот в этом формате отношения к своей работе, я понял, где мне нужно усилить, где мне нужно поучаствовать, где мне нужно написать. У меня набрались дополнительные аргументы для того, чтобы написать новый кейс с новыми вводными, с новыми какими-то своими участиями. Я поучаствовал в 2 конференциях, в одном вебинаре, написал 2 статьи на Хабр. Соответственно, они пошли уже в зачет моей пересборки, моей второй подачи. Еще стоит упомянуть, что гайд TechNation запрещает писать статьи прям заранее перед подачей, то есть нельзя за неделю написать 3 статьи и потом пойти податься на кейс. Это не засчитают. Поэтому во времени это было все растянуто. С лета Вова начал этим заниматься, писал статьи, участвовал в конференциях, и только в ноябре месяце мы подались повторно. Действительно, они следят за тем, чтобы ваши статьи были действительно качественные и чтобы не было явного упора там, на последний месяц перед подачей. Это будет видно по датам. Еще там важный момент, что в конференции, по-моему, должны принимать участие какое-то количество зрителей. Да, есть четкие требования, то есть что конференция должна привлечь не менее 100 слушателей. То есть в качестве доказательств можно приложить фотографию, как вы выступаете с подиума или с кафедры, чтобы было видно, что вас смотрят. Желательно можно приложить видеозапись, которая была выложена на YouTube. Если эта видеозапись на YouTube набрала какое-то количество просмотров, это тоже в качестве скриншотов можно приложить в качестве доказательства. Соответственно, письма от организаторов конференции о том, что они вас пригласили, тоже котируются. И в целом нужно определенным образом позиционировать каждое мероприятие, свой опыт, свое участие в определенном, скажем, ключе, определенными словами о том, что мероприятие было важным в индустрии, что оно действительно привлекает специалистов, что оно имеет вес в области. В коем случае нельзя преуменьшать уровень мероприятия. Даже если оно было, по вашему мнению, действительно там средней руки, нужно подобрать максимум слов и выражений, которые будут позиционировать это мероприятие как очень высокого уровня, как знаковое в вашей отрасли. Это все влияет на восприятие вашего кейса читающим, проверяющим человеком. Еще для второй подачи мы подобрали других рекомендателей, которые написали Вове рекомендательные письма. Это были 2 из изначальных, но один рекомендатель появился новый. Моя ошибка была изначально в том, что я недостаточно в рекомендательном письме недостаточно продемонстрировал уровень авторитета рекомендателя. То есть это тоже важно. Там даже есть отдельное четкое требование, что рекомендатели должны быть авторитетными людьми в области цифровых продуктов. Они должны быть устоявшимися лидерами, признаваемыми. И, соответственно, в рекомендательном письме рекомендатель должен кратко о себе написать, о своих достижениях. Письмо с рекомендателем вы составляете вместе. В основном, конечно, ты пишешь заготовку, рекомендатель вычитывает, корректирует, но он не будет все там 3 страницы А4 подробно про себя полностью составлять. Поэтому это такая больше самостоятельная работа. Поэтому письма были написаны заново там, за 2 рекомендателей. И 3-й рекомендатель, мне удалось связаться с человеком, с которым я работал больше 10 лет назад по другому профилю, в другой компании. Он занял сейчас достаточно высокую должность в европейской компании. И мне удалось с ним связаться. Мне удалось получить от него
подпись на том письме, которое я составил. В каждом рекомендательном письме должны подтверждаться те же самые факты, которые доказываются там в кейсе в других местах. Вообще структура кейса, она должна быть вся связанной. То есть все должно быть логично, все должно повторяться, то есть какие-то статьи, публикации, достижения упомянутые должны повторяться в рекомендательных письмах. То есть рекомендатель должен знать, быть знаком с вашей работой и, соответственно, подтверждать, что да, вот там, вот это действительно правда, и он это видел и знает. На вторую попытку подать кейс на рассмотрение в TechNation я, во-первых, был более подготовленным, но я еще решил увеличить свои шансы на успех, обратившись за помощью к опытным товарищам. Я нашел группу в Телеграме, где люди помогают друг другу с кейсами. Там был в том числе Глеб Бузюк. Глеб помогает многим. Он уже помог получить одобрение TechNation для ребят, для многих. Соответственно, у него большой опыт. Я к нему обратился за помощью. Прежде всего, я ему показал план своего кейса. Мы обсудили план. Глеб дал мне добро. И я ушел писать, реализовывать этот план в течение 2 месяцев. То есть сентябрь, октябрь у меня заняло, чтобы превратить план, там, из одностраничный план в 30 страниц 10 документов. Это очень объемная работа. Помимо основной своей работы ежедневной приходилось заниматься этим. Это правда очень утомительно, правда занимает много времени. Поэтому после 2 месяцев подготовки этих документов я отдал их уже на финальную проверку Глебу. Глеб внес еще множество своих корректировок. Он переформулировал очень много фраз. Он изменил подачу, презентацию меня как специалиста, потому что он уже знает, как нужно, как проверяет кейсворкеры, как они смотрят, какие фразы, слова имеют значение. То есть всю стратегию Глеб помог пересобрать. За это я Глебу очень благодарен, потому что в итоге с его дополнениями я подался на проверку в конце ноября и уже через неделю, в первых числах декабря, получил одобрение от TechNation. Мы с Настей радовались целые сутки, не могли поверить, что это на самом деле произошло. Огромная благодарность Глебу и сообществу в Телеграме. Так что теперь мы будем подаваться на визу в Stage 2. И что будет по результатам Stage 2, увидите в следующем видео. Давайте расскажу вам про цены на визу Global Talent. У нас есть 2 этапа, Stage 1 и Stage 2. На сегодняшний день мы еще не завершили подачу документов на Stage 2, поэтому о нем сегодня речи не пойдет. Итак, мы потратили деньги на переводы документов и на оплату пошлины, но так как мы подавались 2 раза, эти суммы можно смело делить на 2. Переводы документов были сертифицированы и стоило это нам 54,5 тысячи рублей. Оплату пошлины мы тоже платили 2 раза. В первый раз она была немного дешевле, во второй чуть-чуть дороже. И в совокупности это вышло нам в 112 тысяч рублей. И это все затраты на Stage 1 по визе Global Talent. Ну вот и все, что мы хотели вам рассказать про подачу на Global Talent на первый этап. А про вторую часть подачи, Stage 2, мы вам расскажем в следующем видео. Всем пока, подписывайтесь на наш канал.